Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Алексей Наумов, американист на связи. Алексей, приветствую вас. Да, добрый день, дорогие друзья. Всех рад видеть. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Телеграм-канал Алексей Наумов Внешпол. Он также есть в государственном мессенджере Макс. Спасибо. Ну, знаете, так не так уж громко это звучит, потому что Телеграм так и не заблокировали, вот, поэтому ссылочку на телегу мы оставим, как всегда, да, в комментариях, ну, то есть в описании и в ваших комментариях очень большая просьба обсуждать в том числе, да, о чем пишет Алексей Наумов. В общем, друзья, мы в прямом эфире, сейчас у нас 16:07 по Киеву и Москве, по Еревану немножко другое время, будем обсуждать и Ереван сегодня, конечно, коснемся перспектив, скажем так, вот, маевки вот этой затянувшейся и вообще майских праздников. Начало мая всегда это очень много праздников, но он такой, знаете, достаточно эскалационный этот как бы период начала мая может оказаться. И 9 мая с парадом тоже будем обсуждать. Ну и, конечно, по кафедре Алексея обсудим сегодняшние перипетии вокруг Ормуза. Кто кому Рабинович? Кто кого блокирует, кто кого будет конвоировать и, собственно, чего нам ждать от всего этого. Как сказал Алексей, я полностью присоединяюсь, подпишитесь на него в Телеграме. Если не подписаны на этот канал, тоже, пожалуйста, проверьте, есть ли подписка, а то бывает пропадает колокольчик, тот вообще уходит, как, знаете, как ветреная женщина в мае месяце. Ну и, конечно же, поучаствуйте в нашем сегодняшнем эфире. В конце, как всегда, в прямом эфире вопросы от вас, их можно оставить заблаговременно в клубе зрителей «Шелест». Это как бы в районе Алексея QR-код, чтобы проще было перейти, если смотрите с телевизора. Закрытое сообщество. Также просто на экран можно все вывести, если работает опять-таки этот сервис. Постоянно делаю эти оговорки, потому что сервисы сейчас в мире не работают очень стабильно, но тем не менее это прям на экран, никого не дожидаясь. Конечно же, можно задать вопрос в сообществе YouTube заблаговременно, и люди уже пишут, будем обсуждать. И чат-трансляции. Единственная просьба, в чате трансляции не пишите заранее, улетучиваются, убегают вопросы, в общем, могут быть незамеченными. Поэтому после, скажем так, всех этих вопросов мы, так сказать, моргнем вам правым глазом и пообщаемся непосредственно онлайн с людьми, которые вот в чате. Ну а пока, чтобы они не скучали или, как говорится, не дремали, опрос, с которого я хочу, в принципе, нашу сегодняшнюю беседу начать, это сможет ли Трамп разблокировать Ормузский пролив? Ну, такой, знаете, банальный, хотя он же уже всех победил, но вопрос остается. Варианты. Да, Иран принудят силой. То есть вот эта вся история с проект «Свобода», операция Трампа, где он будет якобы конвоировать, ну пока непонятно, конвоируют, не конвоируют, есть там уже определенные стычки, инциденты, обещают бить по катерам. Короче, в общем, это вот повод для еще большей эскалации, ну и, собственно, на этом все закончится. Нет, он и не пытается, его цель это биржа. Ну, то есть, вот он там разблокировал, будем конвоировать. Оп, цены подросли или упали, в общем, в зависимости от ситуации. Третий вариант. Нет, Иран упрется до самой мирной сделки, то есть до финала. И четвертый вариант, все зависит от встречи с Си Цзиньпином. То есть это, в принципе, к этой встрече готовится, вокруг этой встречи пляшет, а возможно после, а возможно до. В общем, все будет зависеть от этого. Какой ваш вариант и что вы думаете по поводу проекта «Свобода»? Ну, громкое название. Как-то, но, с другой стороны, более мирное, чем эпическая ярость. Ну, подставляйте, как говорится, Ормузский пролив. Сейчас я его разблокировать буду. На самом деле, конечно, мы видим, что обе стороны пытаются выжать максимум из этой ситуации, пытаются ставки максимально задрать. Вы, наверное, видели в соцсетях, американцы с иранцами уже обменялись, значит, фотографиями. То Трамп с картами УНО, в ответ там иранские, значит, я не помню, я видел ее в маленьком формате, может быть, там генерал или политик тоже с картами УНО. Но, в общем, да, Трамп понимает, что ему необходимо уйти из этой ситуации, уйти с победой. Он не может позволить себе уйти с поражением. И поэтому он, соответственно, хочет максимально быстро получить какой-то результат. Он хочет получить разблокировку Ормуза, и он хочет, соответственно, получить какое-то решение по иранской ядерной программе. Ирану тоже приходится несладко. Мы видим, что он, в общем-то,
сейчас занимается таким как бы выживанием. Иран, у него стоит экономика, у него стоит промышленность, сталелитейная, деревообрабатывающая промышленность, не работают там, не знаю, журналисты, стюарды, вся ну как бы не авиапромышленность, а авиация вся не работает. То есть реально Ирану приходится непросто, и они пытаются выйти из этой ситуации тоже. Но каждая из сторон хочет для себя что-то оттуда утянуть. Иран хочет сохранить контроль над Ормузским проливом. Трамп хочет и контроль у них забрать, и ядерную программу забрать. И вот Иран все-таки не хочет отдавать буквально и то, и то. Иран хочет, чтобы у него что-то осталось, и я думаю, что контроль Ормузского пролива – это то, как бы на чем Иран будет стоять. Он понимает, что это гарантия безопасности похлеще ядерного оружия, потому что оружие, там, условно говоря, его сложно получить, дорого обслуживать, плюс не все будут рады наличию у Ирана ядерного оружия, не только США, да, мы говорим, и Россия бы тоже не хотела, чтобы у Ирана было ядерное оружие, давайте будем здесь честны. Китай не хотел бы, чтобы у Ирана было ядерное оружие. А контроль над Ормузом – дело хорошее. Поэтому я думаю, что действительно иранцы будут сейчас держаться, Трамп будет пытаться давить. Но вот этот конвой свободы, сейчас, видите, приходит сообщение, что якобы были предупредительные выстрелы по американскому кораблю, возможно, он даже получил повреждения. В общем, Иран своего не упустит. Иран будет сейчас выжимать Трампа, чтобы тот все-таки согласился с тем, что у Ирана должна быть какая-то гарантия безопасности в виде, например, контроля над Ормузом. Где Израиль? На Ближнем Востоке. Могу на карте показать. Ну, я тоже, в принципе, могу пальцем тыкнуть на карту и примерно попасть, но давайте вот в подноготную зайдем этого процесса. Иран подает свои предложения, да, там 14 пунктов, Трамп говорит, ой, я еще не видел, потом, ну, я еще не видел, потом говорит, нет, это слишком мало для меня. И, собственно, вот мы сейчас находимся в той ситуации, в которой мы находимся. Пару дней это будет точно, пока кто-то там, в общем-то, не моргнет первым. Но Израиль как-то потерялся. Бомбит себе тихонечко Ливан, юг Ливана, и бомбит. И как-то про Иран, знаете, ну, радуется там то, что у них теперь вот этот Бен Гвир, да, который у него юбилей у него был, ему жена подарила торт с виселицей. Ну, типа, что палестинцев, да, для палестинцев виселица, ай, и они там прям на торте изобразили. У него такое ощущение, она такая, мы тут ни при чем, мы играемся с мячом, мы очень маленькие, ни на что не влияем. И вот тут очень интересно, действительно ли сейчас вот в этих осечках договоренностей, которые мы наблюдаем, или этих торгах, Израиль ушел в тень? И вы справедливо отметили про юг Ливана. У Израиля, ну, если посмотреть, да, вполне официально Израиль делает на юге Ливана то, что он делал с Газой. Сейчас происходят значительные работы по уничтожению инфраструктуры, буквально сносится все, что находится к югу от реки Литани, и мы понимаем, что Израиль, в общем-то, грубо говоря, свою фишку держит, да, свое дело делает, которое он хочет. Он хочет, соответственно, получить контроль над югом Ливана, над той частью Ливана, где не должно было быть по международным соглашениям движения Хезболла. Сейчас он там присутствует, Израиль считает это как бы нарушением соглашения, и, соответственно, ну, как бы сила есть, может делать что ему эта сила позволяет. И поэтому, да, Израиль пока от иранской истории несколько отодвинулся, потому что я думаю, что, в принципе, в Израиле понимают, что одолеть Иран не получилось в итоге. То есть Иран оказался слишком сильным соперником, и, как бы, грубо говоря, максимальную, вот, значит, убить этого Голиафа не получилось. А если не получилось убить Голиафа, надо, соответственно, зафиксировать какую-то прибыль. Ну вот, в частности, можно взять под контроль юг Ливана. Ну, как бы, чтобы потом в будущем улучшить стратегическое положение Израиля. Поэтому, я думаю, это такая стратегический уход в тень, вполне осмысленный, ну и, в общем-то, имеющий смысл с точки зрения израильской политики. Я полагаю, что так Израиль и думает сейчас. Вы обмолвились и сказали, что в России нет интересов, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Но какое место в этих переговорах, пока неудачных, играет и отыгрывает Россия? Очень длинный визит был Аракчи, министра иностранных дел. Но тут сразу написали в западной прессе, что над ним тучи, так сказать, ходят хмуро. Имеется в виду, что, может, уберут его, а то он слишком видный деятель, да, давайте кого-нибудь другого, так сказать, на авансцену выпустим. Россия и Путин, да, который с Аракчи встречался, как влияет на исход возможной сделки?
Ну, смотрите, Россия не является основным игроком в этом конфликте. Россия, в общем-то, следит, как США разбивают зубы, разбивают костяшки пальцев об Иран. У России есть интерес не испортить отношения с Дональдом Трампом. Именно поэтому Россия не будет и не поддерживает Иран как-то максимально открыто, не выступает с осуждением американской и израильской военщины со всех доступных трибун. То есть эти осуждения есть, но они довольно формальные. Мы понимаем, что Россия не является каким-то вот таким драйвером иранского сопротивления. Помимо этого, Россия понимает, что от блокировки Ормузского пролива она выигрывает из-за растущих цен на нефть. Кроме того, это имеет не только стоимостное, да, но и стратегическое выражение в том плане, что ситуация с блокировкой Ормуза усиливает координацию России и Китая. Китай понимает, что маршрут поставок с Ближнего Востока нестабилен, и он будет нестабилен, пока там будет вот это противостояние Ирана и Израиля, Ирана и суннитских монархий Персидского залива. И это противостояние останется. Оно никуда не девается, потому что Иран никуда не делся, Исламская республика осталась на месте, Израиль никуда не денется. Поэтому Китай понимает, что опираться в ресурсном смысле ему необходимо на Россию. И, в общем-то, Россия поэтому она готова помочь переговорному решению конфликта. Об этом Путин говорит и Аракчи, об этом Путин и Трампу говорил неоднократно. Вот в ходе недавнего телефонного разговора тоже на прошлой неделе, в среду, по-моему, да, был разговор. Так что Россия снимает сливки. Россия в этой ситуации находится в довольно хорошем положении. Неудачным для России было бы поражение режима Исламской Республики, смена власти в Иране. И, кстати, это одна из причин, да, почему никто не хочет из сверхдержав появления у Ирана ядерного оружия. Сегодня там, так сказать, лицо официальное, а завтра, глядишь, уже и неофициальное. А ядерная бомба, что называется, на складе лежать будет. Поэтому, да, поражение Исламской Республики было бы для России невыгодным, но это поражение пока не просматривается. И в целом для России, что называется, от этого конфликта, ну давайте будем честны, больших негативных последствий нет. По российско-украинскому регулированию, опять же, никто не давит. Уитков и Кушнер заняты совершенно другим, и можно, что называется, продолжать текущую линию. Очень интересный момент. Я бы хотел его обсудить, да, а потом все-таки финализировать тему Ирана, да, насколько это получится по состоянию на сейчас. Джулиани попал в больницу. Это адвокат Трампа, это еще тянется... От Нью-Йорка бывший, да? Ну да, и даже так написал у себя слезный, ну такой слезный пост Трамп, что вот, ну пускай, мол, держится. Как внутри Соединенных Штатов Америки, да, вот вы оцениваете, да, вот все-таки меняется отношение к войне, потому что, я имею в виду США и Ирана. Почему? Потому что, кажется, вот есть сила привычки, да, вот все уже, в принципе, и привыкли, ну, по большому счету, что вот это вот Трамп то встречается, то не встречается, то. То есть, и поэтому внутрь выходят абсолютно там другие вещи, которые там внутри волнуют. Вот сейчас там, Джулиани в больнице, давайте все поддержим. То есть, абсолютно сбивается вот эта история. Вы не находите? Или это так неправильное ощущение от того, что внутри как бы американцы, ну, как бы попривыкли уже с вот этими, скажем так, качелями Трампа по Ирану? Ну, в целом, понимаете, если мы говорим про иранскую ситуацию, то в США, конечно, ее не очень хорошо воспринимает. Большинство людей против иранской войны, большинство считает, что оно не идет по плану Трампа, что, значит, специальная военная операция полностью провалилась, вот эта иранская, поэтому я думаю, что именно этим и обусловлено вот это импульсивное желание Трампа как можно скорее что-то с этим сделать. Вырвать, значит, победу из этих челюстей поражения. И у Трампа проблемы, на самом деле. Я вот об этом как раз в телеграм-канале своем писал. Это был платный пост, потому что очень огромные проблемы, которые стоят перед Трампом, потому что американцы недовольны ни его
действиями по экономике, ни его действиями по иранской войне. И в целом в республиканской партии буквально раскол назревает. То есть дело в том, что Трампа к власти привели не его вот эти аколиты, не его ближайшие послушники, а большая коалиция. Коалиция людей, которая хотела, чтобы США перестали развязывать бесконечные войны. Я тут сверлят, да, сори, возможно, будет слышно, но я надеюсь, что не будет очень сильно слышно. Черт побрал кого-то ремонт делать среди дня. Так вот, коалиция, которая привела к власти Трампа, это были люди, которые не хотели повышения цен на продукты, не хотели инфляции такой мощной, не хотели повышения цен на бензин. И Трамп постепенно их теряет. Американцы устают от его такого... так сказать, вот этого поведения импульсивного. И если бы это поведение еще приносило победу, он ввязался в эту иранскую войну и в итоге не может из нее выйти. Поэтому нет, американцы не привыкают к Трампу, они в нем потихонечку разочаровываются, не разочаровались пока окончательно, он все еще живой и легитимный, да, вспомним тоже еще политический мем нашей жизни, но подтачиваются те балки, на которых стоит здание его политической, так сказать, состоятельности. Красивое такое здание, да. Да. Все в золоте, все как этот бал. Ну, позолоченное. Оно, кажется, не в золоте, оно, знаете, там тонкий слой золотишка. Вот. Послушайте, ну, так вообще непонятная история. То есть, то Трамп как бы собирается разблокировать Ормузский пролив, то говорит, я отозвал корабли, и они сейчас там... Ну, как чтобы 2 раза не ходить, они тут Кубу захватят, понимаете? И тут как бы все как так всплеснули руками, подождите. Ну, ничего за этим не последовало, да, там сделал заявление президент Кубы, в Америке это там пообсуждали, буквально сутки. Ну, и все как-то так спустили на тормоза. Получается, Куба, она как, на закуску или будет как с Гренландией? Никак. Ну, смотрите, Трампу необходима победа какая-то, ну и желательно не одна, желательно и внутриполитическая, и внешнеполитическая. Внешнеполитическая победа над Кубой сейчас выглядит как один из наиболее, знаете, есть такое выражение низковисящий плод, да, который вам легко сорвать и, соответственно, его в пищу употребить. Поэтому Трамп полагает, что ближе к делу, ближе к выборам он может быть таким, да, значит, Дональдом Трампом гаванским, человеком, который буквально вернул Гавану в родную гавань. Я полагаю, что это припасено на будущее. Я также думаю, что по мере приближения к выборам будет активизироваться попытка решить российско-украинский конфликт, то есть буквально объявить себя победителем, объявить себя архитектором нового такого послевоенного мира и соглашения и использовать это для того, чтобы заручиться поддержкой как можно большего числа избирателей. Так что да, Куба на закуску, но по мере приближения к выборам желание одержать победу и что-то получить будет, конечно, активизироваться. Алексей, я не просто так вспомнил Джулиани, потому что, кажется, у Зеленского все получается. Ну вот давайте посмотрим так вот объективно. Значит, Трамп, ну ему можно открыто перечить, как бы отфутболивать вот эти инициативы и все остальное. Можно как бы припасть к Европе. А Урсула, она же такая, знаете, то есть она же... А тем более там что, кредитные деньги, так вообще, пожалуйста. Более того, его теперь возят Зеленского даже по таким, ну, небывалым тропам, очень таким темным, прям рядышком с Россией. В страну ОДКБ его потянули. Почему? Ну, чтобы он приехал, да, так сказать, и сказал, что, ну, вот, так сказать, будем бомбить по параду, в общем, наши дроны там будут летать, да и вообще спасибо вам большое за то, что вы нам дали денег, там, Стармер говорит, ой, Стармер, 90 миллиардов мы поучаствуем, там же как, вроде как открыли эти 90 миллиардов, но там должны давать их с определенной периодичностью, а денег как бы свободных нет, ну, поэтому должны все поучаствовать. Там Канада подкинула на оружие 200 миллионов, и он, собственно, как витрина того, какие лидеры, какие государства нужны Европы сейчас, приезжает в Армению. Все, конечно, в шоке. Но я от Джулиани. Почему все хорошо у Зеленского?
Джулиани был фигурой, которая внутри Украины... Это был как бы вот президентство Зеленского. Помните вот этот скандал с импичментом, когда показали стенограммы их первого разговора Трампа и Зеленского в 2019 году. И Джулиани был одним из тех лоббистов, который приезжал в Киев, встречался с рядом политиков для того, чтобы условно компромат на Байдена, да, всплыл. Ну, там, на Хантера, Буризма и все дела. Но вот мы видим, что как бы ВОЗ и ныне там, компроматов сейчас в Украине и без тех лет очень много. По поводу демократов вопрос спорный. Почему Зеленский получился счастливчик? Так он его, получается, переживает. Дай бог Джулиани, чтоб не, скажем так, выкарабкался после своего тяжелого состояния. Но это ключевая фигура. Смотрите, раз и Джулиани пережил, получается, раз и Трампа переживет, Алексей. Да, вы знаете, да, очевидно, когда у вас нет ограничений по там, срокам пребывания у киевской власти, вы, естественно, можете пережить и Трампа, и Джулиани, и вообще всех пережить. И Зеленский такой молодой, и юный октябрь впереди. Я полагаю, что он, конечно, не то чтобы сейчас там получил все, что хотел. Смотрите, безусловно, Владимир Зеленский сейчас находится в ситуации, которая не выглядит там аховой или ужасной, да. Но, понимаете, логика войны все равно довольно безжалостна и неумолима. Все равно деньги не воюют и не сидят в окопах, не штурмуют посадки. Деньги не заменяют реальное там наличие живой силы на фронте. И мы видим, что если вот, ну, как бы, знаете, мы в аналитике, безусловно, занимаемся упрощением, да, мы вещи сложные чуть редуцируем до более простых, и на основе этих простых вещей нам проще заниматься этой аналитикой, да, ну, буквально, то есть мы как бы реальные вещи до категорий там и так далее. И мы видим, что в этом раскладе все равно у России больше денег, у России больше людей, у России больше единства и больше политической воли для достижения тех целей, которые перед ней поставило руководство страны. И в этом плане все равно, да, с какой-то локальной точки зрения ситуация может выглядеть там так или иначе, но в целом все равно дело Зеленского довольно такое, как бы тяжелое, можно сказать, в значительной степени обреченное. Поэтому... Да, ну, естественно, он переживет Джулиани. Я думаю, что он физически Джулиани тоже переживет. Но, как вы понимаете, если ваша ставка, как он, помните, хвастался, что Путин, типа, не молодой, а я молодой, вот я его переживу. Ну, как бы, окей, брат во Христе, если ты, естественно, не будешь там никакие выборы проходить и будешь там держаться за власть до последнего, ну, может быть, ты там всех переживешь. Но дело не в этом, да, мы говорим о логике войны, а логика войны, она довольно проста, банальна. Но я буду вам оппонировать, Алексей, с вашего позволения. О какой логике войны вы говорите, когда номинальный лидер, легитимный, нелегитимный, там, не будем заходить сюда, ну вот, воюющий против России страны, оказывается в стране ОДКБ, в числе очень разных европейских товарищей, которые окучивают Пашиняна для того, чтобы, собственно, всунуть и пустить по определенным рельсам похожими, ну, они являются похожими на украинские, и экономические, и не только экономические. Более того, говорит в кулуарах, мы там дроны будем какие-то разрабатывать, да, хотя вот будем честны, на вот этих, как бы, встречах мы не знаем точно, но на публичной части вроде как про дроны не говорили. Более того, с ним встречается Фицо, который так с ним как-то так вот, нет, нормально, встречается Фицо, говорит, мы за то, чтобы Украина вступала в ЕС, конечно же, то есть хорошая встреча, договорились поехать друг к другу в столице, как бы посидеть, да, ну, Пашинян, понятно, это все преподносится как впервые за 24 года президент Украины, так какое ощущение, что войны нет, поэтому логики, получается, тоже нет. Но смотрите, что касается ситуации с Арменией, здесь необходимо, мне кажется, смотреть на эту ситуацию не с точки зрения Зеленского, а с точки зрения Пашиняна. Никол Пашинян занимается тем, что пытается, соответственно, выйти из всякого российского влияния и, значит, втиснуться в влияние Европейского Союза. Ему говорят, да,
хорошо, мы можем это обсудить, но тебе нужно сдать анализ, сдать экзамен на, как бы, так сказать, на лояльность. И вот давай ты у себя в своей стране примешь максимально мерзкое для России мероприятие. И Зеленского будешь, не знаю, лобызать, и будешь всяких Урсул, короче, по голове гладить. Вот как там, ну, помните, да, в Кебельчеше такой экзамен на буржуинство, короче, сдать ему нужно. И буквально вот он его сдает сейчас в прямом эфире. То есть Зеленский здесь используется не как главный герой, а тут буквально Зеленским Пашиняну поводили по лицу, чтобы он смирился со своей новой ролью такого, значит, вот европейского сателлита. И поэтому, безусловно, это вот такая логика. И здесь именно Европейский Союз как бы пригвождает Армению к себе, он ее заставляет целовать перстень, и поэтому, да, использует для этого Украину. Но я не считал бы здесь Зеленского каким-то главным героем. Безусловно, это довольно гибельный для Армении курс, и скоро выборы, и посмотрим, что там эта партия Пашиняна, которая, ну, имеет какую-то логику в своей программе, но вот этим заниматься, не знаю, буквально подставлять Армению под невыгодный для нее политический курс, буквально под опасность, не знаю, зачем он это делает. В смысле, я как бы понимаю его логику, но она довольно безумная, на мой взгляд. Вопрос глупый, но его очень часто пишут в комментариях и диву даются, а что ж никак ничего не сделала, ну, как бы база российская. База российская. Так сказать. Ну, там, он же... Торжественным порядком войти в Ереван, как Красная Армия, там, 13-я. Ну да, то есть он же на самолете летел, то есть... Не, ну, слушайте, потому что нет политической воли на это. Мы с вами регулярно говорим, почему, значит, не наносится удар орешником по Львову, почему Украина, в свою очередь, не пытается разбомбить Кремль, ну, потому что на всякое военное действие нужна политическая воля. Ее нет, соответственно, а так как решение принимает не винтовка, а партия, знаете, у Мао Цзэдуна было, что не винтовка руководит партией, а партия руководит винтовкой. То есть важно было, что над военными всегда стояло политическое руководство. В советском опыте это называлось типа партийный контроль. Вот, так как партийный контроль пока не дает таких указаний, поэтому и я полагаю, что Россия не хочет терять Армению полностью, Россия хочет сохранить с Арменией нормальные отношения, потому что Россия не считает армянский народ там врагом. Как бы Пашинян считается недружественным лидером, но при этом с Арменией есть замечательные экономические, культурные, политические связи, и просто так как бы из-за Пашиняна войну объявлять, ну слушайте, это как бы... Нет, подождите, здесь очень важный момент. То есть прилет Зеленского, он был согласован или не был согласован с российской стороной в Армению? Вот тут прям очень интересно. Ну, я не знаю, как бы давайте будем честны. Никто нам не знает за пределами там 2-3 людей. Если там предположить, я думаю, что могло быть такое, да. Я думаю, что такое могло быть. Понимаете, Никол Пашинян при всей его экстравагантности, он не идиот. Он как бы не дурак. И мне хочется верить, что как бы есть такая линия, да, и вот над ней типа не дурак, и вот под ней типа ну так себе, немножко уже не совсем не дурак. И мне хочется верить, что Никол Пашинян понимает, что логичнее даже для того курса, который он выбрал, да, то есть переход в более там такую там, типа независимую историю, не надо рушить отношения с Россией. Не нужно, это вредно, это неправильно. И для Армении это хуже. И для Армении это хуже, чем для России. Потому что, ну, типа, Россия большая, туда-сюда, Армения маленькая, там регион тоже нестабильный. Короче. Поэтому я думаю, да. Мне хотелось бы верить, что Никол Пашинян достаточно умен для того, чтобы это сделать. Я как бы к нему отношусь как бы я не согласен там с ним политически, понятно, есть разногласия, но я не считаю его каким-то безумным, не знаю, там, кокаиновым клоуном, и называть его типа ереванским режимом я, очевидно, не готов. Ну, я никого не готов называть никаким режимом. Я аналитик. И Зеленского тоже? Ну, мне кажется, что это несколько дезавуирует дискуссию, типа киевский режим, кокаиновый наркоман, наркомановый кокаин. Ну, типа, когда ты говоришь про наркоманового кокаина, ты уже как бы, ну, понижаешь планку дискуссии. Все-таки мы занимаемся политической аналитикой, и нам как бы интересно, а вот что думает одна сторона, что думает другая, какой логикой она руководствуется, что она будет делать. А заниматься как бы обзывательствами, политики это делают регулярно. Но мы с вами как бы и потому и занимаемся аналитикой, что мы как бы хотим понять истину.
Ну, Вот так. смотрите, давайте проанализируем. Значит, кроме Фица, он встретился еще с Кабахидзе. Это тоже очень интересная Кроме встреча. Фитца с Кабахидзе, да, в общем, Да. извините. Значит, цитата. «Россия объявила парад 9 мая, но там не будет военной техники. Это будет впервые за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде». В Ереване, в стране ОДКБ, заявляет Зеленский. Есть ряд экспертов, и у меня тоже бывают эксперты, которые называют это пощечиной Путину. Ну а как это по-другому назвать? Смотрите, я вот опять же, вот пощечина Путину, значит, там туды-сюды, пощечина Зеленскому. Это все немножко дезавуирует серьезность разговора. Смотрите, Европейский Союз пользуется украинской темой для того, чтобы увеличить свое влияние. Соответственно, им нужно взять от Пашиняна клятву верности. Для этого используется Украина, для этого используется Зеленский. У Зеленского тоже есть своя голова на плечах, и он тоже из этой ситуации хочет максимально извлечь выгоды. С его точки зрения, если он как раз-таки в Ереване сделает очень обидное для России заявление, о, как круто! В России-то у всех, значит, там возгорится пламя-то, в России все, значит, скажут, ах ты, Пашинян, ах ты, Армения. Появится негатив по отношению к Армении, ухудшится отношения России и Армении, что Зеленскому-то, в общем-то, и нужно. Поэтому, безусловно, каждый из акторов, из участников этого процесса будет максимально пытаться извлечь для себя выгоду. И поэтому не стоит покупаться на это, и как бы, то есть Зеленский это для того и говорит, чтобы мы с вами тут сидели и такие, ха-ха, пощечина Путину. А меж тем, мы просто анализируем, что он делает. Понятно, что он пытается выловить максимально большую рыбку в минимально мутной воде. Как бы логично. Зеленский тоже, как бы, в срочной новости не дурак. Понятно, что он довольно, как сказать, стратегически мыслящий и не глупый человек, это очевидно. Понятно, что он является врагом как бы, да, России, но именно потому, что он является врагом, не идиотом, как бы это вот, понятно, создает определенные сложности. Поэтому, естественно, все пытаются выгоду свою получить. Путин и Трамп говорили о перемирии на 9 мая. А Зеленский говорит о том, что дроны прилетят украинские по Москве. Вчера Не удар думаю, что был это будет. в Москве, по Москве, прилетело на Мосфильмовской в небоскреб, ну, высотное здание жилое. И, ну, там квартиру перевернуло, но вроде как все живы. На том спасибо. Но это как бы, вот смотрите, какое классное ПВО, а уже начинают стягивать к 9 мая ПВО. И вот сейчас в Ереване заявление. Будут стрелять по параду? И что это вообще означает в политическом смысле? Вот эти и разговоры, и действия. Мгм. Для политики важны символы, для политики важны ритуалы, для политики важны какие-то показные действия. Очевидно, военный парад на 9 мая– это один из основных наших российских ритуалов, да, проходящий каждый год. То есть очевидно, что память о победе в Великой Отечественной войне, память, которая как бы никуда не денется, не девается и не денется, она важна сейчас для России. И такого рода заявления, понятно, делаются для того, чтобы нанести максимальный такой моральный урон. Я при этом не думаю, что всякого рода провокации на параде будут, потому что я думаю, украинское руководство должно понимать, что максимально такие максимально провокативные, провокационные, можно сказать, там террористические, как угодно, действия, они могут привести к чрезмерно жесткому ответу. То есть я думаю, что, ну, например, ситуация с парадом какая-то, которую украинские значит, деятели могут осуществить, какое-то террористическое нападение, какая-то террористическая атака, она может привести, ну, не знаю, там, к уничтожению Банковой, например. Ну, то есть, и при этом, что уничтожение Банковой, что теракт на параде, они не приведут ни к каким политическим целям, они не будут иметь смысла. Это будет просто какое-то вот, ну,
нелогичные действия, действия символические. Подождите, ну Поэтому я как, думаю, что... вот сейчас, вот в эти минуты мы в прямом эфире, друзья, спасибо, что присоединяетесь, поставьте лайки. Вот сообщают по украинским пабликам, мониторингам, что 220 дронов опять полетели в сторону Москвы. Сообщают туда, да, вот как бы вот таким вот образом. Плюс сегодня бурно обсуждают, что не только дроны, а, возможно, вот эти ракеты, фламиндичи, да, вот эти, после такого лютого скандала, который Зеленский никак не комментирует, которые рты Зеленского никак не покомментируют, кто такой Вова, кто такой Андрей, хотя все знают, кто такой Вова, кто такой Андрей с этими пленками. Сегодня Я думаю, скажут, что Вова — это Путин. Мне кажется, что вот идеальный как бы выход из ситуации, очевидно, что... То есть дроны уже летят по Москве. Значит, есть какая-то стратегическая цель и задача, да? То есть, ну, там, покошмарить ПВО, в Московской области поразить какие-то военные цели. Все же говорят, что у нас военные цели, понимаете? И вот если сейчас идет атака, если это правда, то, что сейчас сообщают, ну, мы проверим там через несколько часов, то, ну вот смотрите, в Ереване, вот поди знай, что творится, дроны летят по Москве, репетиция парада будет, когда там послезавтра, кажется, ну, начнется, когда привезут военных. То есть задача сорвать вот это действие. Но вас поддержать я хочу в том, что на войну-то это не повлияет. Именно на войну. Только еще больше настроит россиян, но тут возникает вопрос, в каком направлении? В направлении озлобленности или в направлении, ну, скажем так, доколе уже сколько можно, Путин, давай, как бы уже завязывай. Не, ну слушайте, но мне кажется довольно очевидно, что любой теракт, совершенный в отношении парада, вызовет, ну, буквально там всплеск народного гнева и рост поддержки боевых действий. Не нужно думать, что это может как-то иначе вообще сработать. Что касается продолжающихся атак, ну да, мы видим, что обе стороны продолжают вести боевые действия, обе стороны продолжают нагружать ПВО друг друга. Мы видим, что Украина, видимо, избрала тактику, ну или стратегию, да, по нанесению дальнобойных ударов по, видимо, объектам энергетического комплекса. Это то, о чем мы можем судить из открытых источников. Но у России своя тоже стратегия. Россия продолжает давление на фронте, Россия продолжает уничтожение целей за пределами линии фронта. Ну, то есть я не вижу, что вокруг парада создается мощная информационная, как бы такая кутерьма, но я не думаю, что она свидетельствует, что реально будет подготовка срыва. Но это было бы слишком опасно для украинской страны и не принесло бы как бы ничего. Это не было бы никаким... это бы ничем бы не объяснялось логичным. Это было бы, ну, буквально какое-нибудь там террористическое желание господина Зеленского. Ну, в общем, я не думаю, честно говоря. Ну, вы понимаете, то есть удары по Москве дронами, какими-то ракетами, плюс вот эти скандалы с Фламинго и с Firepoint, с вот этими как бы миндичами, новые пленки. С одной стороны, но с другой стороны поднимают из уже забытия, казалось бы, Крымский мост. Тот, который Керченский, уже и по нему готовятся, там ходят разные потужные вояки с указкой, говорят, вот надо бить в район Керчи, а не с другой стороны, а вот нужно, вот смотрите, а вот мы так вот запустим кучу дронов, радуется Гордон в каких-то необыкновенных, скажем так, ну, таких порывах, понимаете, счастья о том, что вот-вот-вот. Мне интересует вот другой момент, а кто вообще стратегирует вот эту историю? Ну вот есть какая-то, вот как вы высказались, там, логика войны, да? Но есть же стратегические определенные вещи, которые там сторона должна добиться. Вот сейчас мы видим, как ни крути, стратегические предложения о том, что давайте ВСУ вы уйдете из Донбасса, но оно уже будет неактуальным уже совсем скоро, в ближайшие там пару недель. Так точно, потому что окраины Славянска, например, они полностью безлюдны, то есть там жить невозможно. Там уже пришла война с теми же дронами, с теми же обстрелами и так далее. Краматорск точно так же. Люди уезжают потихоньку, потому что понимают, что война к ним движется.
Так а что будет после Краматорска и Славянска? То есть есть какие-то сценаристы. Мы видели неоднократно, как Зеленский разыгрывает карту Беларуси. То вертолеты какие-то не такие пролетели, то там какие-то вышки, то какие-то непонятные перемещения. Такое ощущение, что он тоже как бы, да, вот как про парад, так и про Беларусь. Ему зачем, чтобы кто-то включился еще в эту войну, и как это повлияет на, ну, такой логичный ход событий, когда, например, в Краматорске и в Славянске будут бои, ну, вот когда прям город разрушат, тогда будут ВСУ уходить и скажут, вот мы выполнили условия. Так получается. Ну да, Зеленскому необходимо втянуть в этот конфликт как можно большее количество сторон. Он хотел бы, чтобы туда втянулась Беларусь, он хотел бы, чтобы туда втянулись страны Европейского Союза, он хотел, чтобы туда втянулся Дональд Трамп лично, и вся королевская конница, и вся королевская рать. Но потому что ему это необходимо для поддержания актуальности этого конфликта. Люди устают от этого конфликта, люди уже перестают обращать на него внимание. Мы видим, что усталость растет и в Европейском Союзе, и поэтому, безусловно, он хотел бы расширения. И поэтому он постоянно об этом говорит. Он постоянно поддерживает актуальность этого конфликта. Не забывайте про нас, говорит он. Поэтому и всякого рода заявления тоже должны поддерживать вот этот нарратив продолжения, да, что и заявления про парад, и заявления про Крымский мост, и все вот эти слова про теракты, они все буквально вот нужны для того, чтобы держать конфликт в актуальном медийном пространстве, чтобы продолжали идти деньги, чтобы продолжалась поддержка. Так что я не вижу здесь на самом деле необычного ничего. Ну, тогда я прямо спрошу, а не кажется ли вам, что отчасти, ну, величие Зеленского — это дело рук, в том числе и Кремля? Ну, в каком смысле? Ну, вот в прямом. Смотрите, нет никаких ответов, нет никаких, скажем так, он себя очень вольготно чувствует. Воюющая страна, ну, ничего страшного. То есть его зовут в Москву 4 раза или 5 звали, понимаете? А он говорит, я в Москву не поеду, да, давайте куда-нибудь еще. То есть его как бы намеренно, что ли, возвышают. Ну, есть такое прям ощущение. Это вот неординарно, ну, как нелинейная логика, но тоже отчасти понятно. Зеленский был просто на излете. Он просто вот он как бы, ну, рейтинги 0. Ну, 16% рейтинга, да. Тут начинается война, он становится лидером мира. Во время войны точно такая же история. Такое ощущение, что где-то там двушечка на Москву зашла туда, куда нужно. Ну, смотрите, из него, безусловно, сделали, конечно, лидера в первую очередь страны Европейского Союза. Ну, во-первых, мы помним, что вот эти его первые заявления про то, что я никуда не ухожу, я остаюсь в Киеве, они произвели довольно большой медийный эффект. Мы знаем, что этим заявлениям предшествовали гарантии от российской стороны, что лично на жизнь Зеленского никто покушаться не будет. Гарантии эти были... Это я говорю не со своих слов, это говорил израильский премьер-министр Нафтали Беннет, который об этом рассказывал прессе, что он был посредником, и через него было передано сообщение, что Зеленскому ничего не угрожает. Поэтому Зеленский продолжает отыгрывать эту роль, отыгрывает он ее довольно как бы неплохо, как мы видим, да, продолжается помощь Украине и деньгами, и оружием. Кроме того, да, принято решение, видимо, я полагаю, российским военно-политическим руководством не посягать на его жизнь. Мы видим, что нет покушений на высшее военно-политическое руководство Украины в целом. И, видимо, Россия полагает, что заключение соглашения важнее, ну, как бы, что такая война без перчаток, война, что называется, там не до первой крови, а уже дальше первой крови, это не то, чем Россия хотела бы заниматься. Россия полагает, что Зеленский сам должен подписать условия, ну, не капитуляции, а какого-то, значит, соглашения, и потом уже уйти в результате выборов, чтобы пришел к власти человек, с которым можно заключить долгосрочное соглашение о мире. Потрясающее заявление. Значит, ну, мы в прямом эфире, друзья, приходят новости, что южнокорейское судно было атаковано в Ормузском проливе иранцами. Вот, ну, там пока это только сообщение, видеоподтверждения никакого нет. Я хочу, чтобы вы прокомментировали. Давайте с севера зайдем к проблеме. Выходит Ступ,
и говорит: в Европе или Соединенных Штатах нет ни одной армии, способной вести современную войну, как это происходит сейчас в Украине. Мы в Европе должны перестать думать, что только мы помогаем Украине. Мы должны задать себе вопрос, как Украина может помочь нам. Задается этим вопросом президент Финляндии. И у самого Зеленского тоже звучало это на выступлении в Ереване. Ну, сейчас там у него, знаете, вот это есть американская штука во всех сериалах, во всех фильмах, когда вот это вот, ну, мужчины, женщины, или там женщины сидят, а мужчины вот подсаживаются, короткие свидания такие. Ну, вот такие, короткие. Ну, там, и это успеваешь, там что-то заинтересовал, не заинтересовал, пошли дальше. Там, вот сейчас у Зеленского такая история, там везде, он там как из пулемета, то с Туском, то с Кабахидзе, то с Пашиняном. Но тут же у него прозвучала очень интересная мысль. Европа за столом переговоров должна быть. Европа за столом переговоров. Понятно, что Ступ говорит очень прагматично и цинично. Мы должны вытащить максимум пользы из Украины. А почему не получается вытащить эту пользу и оказаться за столом переговоров с Россией и американцами по урегулированию вопроса, а получается только путем эскалации? Ну, потому что Европа заняла, как бы, так скажем так, давайте мягко скажем, не особо конструктивную позицию. Европа не готова учитывать российские интересы безопасности. Уже как бы американцы готовы, Трамп готов. А Европейский Союз занял максимально непримиримую позицию. То есть он же одной рукой говорит, что мы не хотим говорить с Россией, а другой рукой говорит, а почему же мы не допущены за стол переговоров. Поэтому это такая эскалация по неволе. Европейский Союз не понимает, что ему делать, не понимает, куда ему как бы идти дальше, потому что Россия никуда не девается, Россия не проигрывает, значит, надо на нее еще сильнее жать, надо еще сильнее ее, значит, давить, хотя это не работает. Поэтому я думаю, что это от отсутствия, на самом деле, стратегии по отношению к России. Мы же видим, что сейчас появляются голоса внутри ЕС, которые говорят: слушайте, давайте уже как-нибудь попытаемся с Россией найти хоть какие-то пути соприкосновения, потому что она никуда не денется и после войны, и нам надо с ней иметь какие-то отношения, надо с ней разговаривать. Но мейнстрим европейский как бы не про это. Европейский мейнстрим продолжает верить в то, что Россию можно победить. И самое главное, что за этой верой нет стратегии. Ну хорошо, вы дадите Украине 90 миллиардов, и что? И дальше что? А потом чего? И ответ на этот вопрос нет. Они закрывают глаза, говорят типа, ну ладно, мы даем деньги, и все, нам больше ничего не интересует. Короче, нету политиков в Европейском Союзе. Все какие-то довольно такие жалкие, и в итоге мы видим, как там грандами Европы правит какая-то, прости господи, Урсула фон дер Ляйен. Женщина не особо выдающихся политических достижений, скажу так. Я попрошу вас сделать прогноз, а потом мы перейдем к итогам опроса и вопросам нашей уважаемой аудитории. Алексей, Зеленский говорит о том, что, в общем, этим летом все решится. Или будет эскалация лютая, ну такая прям эскалация. Или все как-то вот выйдет, ну, в общем, вывернется на переговоры, на дипломатическую историю, да? И мы, типа, должны Путина подталкивать к дипломатии. Ну, вот те дроны полетевшие, они же именно к дипломатии подталкивают, все понимают. Да, и на 9 мая вот эти, скажем так. Я с вами, кстати, соглашусь. Да. Ну, то есть, это, понимаете, в чем дело? Это каждый год. Ну, вот каждый год. Просто мы столько событий за год уже вот это вот переварили, что мы не помним. То же самое говорили. Один в один. Ничего, нормально. Вышли, провели парад. Си Цзиньпин там приезжал. Все хорошо. То есть, да, ну, 80-летие Великой Победы было. И в этот раз то же самое. И более того, я уверен, что сделают еще и перемирие. Да, и 8 и 9 числа. Ну, вот, несмотря на все вот эти слова, которые сегодня в Ереване, которые там дроны, ответки и так далее. Но это вот ажиотаж. Но он очень принципиальную вещь сказал. Или эскалация, или выход на какую-то дипломатию. Кушнер и Уитков не приехали до сих пор в Украину. Хотя куда ехать? Зеленского-то нет. Он то в Армении, то где-то еще колесит. Но тем не менее. Как у вас, по ощущениям, будет все-таки выход на дипломатию или на лютую эскалацию? И почему, ну, как бы Уитков и Кушнер, ну, так и не доехали?
Будет маркер, когда они приедут, тогда, значит, точно можно выдохнуть и будет какое-то движение к миру. Или наоборот, Ну, они не приехали, потому что не о чем говорить. Ну а что, да, что они приедут, им скажут, не хотим отдавать Донбасс. Ну и до свидания, можно уезжать. Очевидно, что приезжать надо только в том случае, если есть о чем говорить. Пока говорить не о чем, я думаю, что действительно осень такая точка, такая засечка довольно важная. И я полагаю, что где-то вот как раз в такой среднесрочной перспективе Россия может завершить взятие под контроль той части Донбасса, которая ей пока не контролируется, и это выведет нас на дипломатическое решение конфликта. Я думаю, что эта, в общем-то, оценка не лишена под собой оснований, да. Конечно, тут в чате радуются. Надо как-то в наш маленький словарик надо записать. Водить Зеленским по Пашиняну, это конечно... Ну, по лицу Пашиняна, да. Это, конечно, мощно. Друзья, подпишитесь на Алексея Наумова, канал Внешпол, телеграм-канал и как это... Государственный мессенджер Макс. Скрепный тоже, да, или как правильно там? Суверенный. Суверенный, да. Смотрите, значит, переходим к вашим вопросам. Всем большое спасибо за то, что их оставляете. Спасибо большое, что поддерживаете. Не забудьте поставить лайк, да, и оценить, скажем так, аналитику, ну и, собственно, наш разговор. Начнем с сообщества YouTube. Алексей, вам вот такие вопросы. После сообщества перейдем к чату трансляции. Так, значит... Алексей, есть государства католические, Петр пишет, православные, протестантские. И вот, учитывая, сколько в США всевозможных сект, вполне себе легальных, там можно ли сказать, что они сектантское государство, то есть США государство-секта? Разделение на каноническую церковь и на секту, оно довольно условное. Оно сопровождается, что называется, значительной степенью государственного регулирования. Как бы кто победил, тот и канонический, кто проиграл, тот секта. И, безусловно, в США большую роль играют те религиозные объединения, которые можно с точки зрения там, католичества, да, и православия назвать сектантскими. Делает ли их это хуже? Да не сказал бы. Делает ли их это лучше? Тоже не сказал бы. Но очевидно, что это особенность. Американское христианство довольно может принимать странные формы. Вы знаете, какой-нибудь телепастор в мега-церкви на 30 тысяч человек, как бы, да, который там «Встань и иди! Это Иисус Христос тебя исцелил!» Возьми свет. Да, это, или, знаете, вот эти церкви чернокожих, где они такие, типа, Jesus, Jesus, это тоже довольно интересно. Я думаю, что в целом как раз это имеет влияние на политическую культуру, именно вот это разделение на большое количество независимых церковных объединений и дает вот такую, что называется, низовую демократию. Мне близка концепция Карла Шмидта о том, что мы живем как бы в мире политической теологии, да, вот, потому что все, объясню, что это значит, почти все явления государственной жизни, они изначально взяты из религии. То есть, что такое гражданин? Это член твоей паствы. Что такое Бог? Да, это суверен. Что такое Конституция? Это Библия. Ну, то есть, как бы, да, вот понятно, что это упрощенчество, но, тем не менее, это очень на самом деле имеет большое отношение к действительности. Я советую всем, кто интересуется политической философией и вообще политологией, почитать. Это небольшое сочинение Карла Шмидта, оно так и называется «Политическая теология», «Politische Theologie». Можно хоть на немецком, на русском, кто как умеет. Ну, короче, на английском хороший перевод, кстати, я, по-моему, читал. Советую. Это многое дает понять. И на американское общество это, безусловно, наложило свой отпечаток. Угу, так, вот следующий вопрос. Вот такой. Алексей, ваш тезка, спрашивает. Зеленский хочет, чтобы украинские дроны присутствовали на параде. А если это произойдет, кроме озабоченности, каким может быть реальный ответ с уважением? С уважением это, Алексей, к вам. Это не ответ с уважением. Спасибо. С уважением, дата, подпись, да. Я думаю, что как бы это очень чувствительный удар. И ответом может быть тоже что-то очень такое, выходящее за грани
привычных нам действий. Войну Тактический объявят. ядерный удар, а, Но удар по банковой, ну, то есть что-то такое. Поэтому, короче, это, ну, открывает какие-то врата ада, и поэтому надеюсь, что ничего такого не будет. ну так а почему войну до сих пор не объявили? Ну, а зачем? Вам надо? Нет, ну, Ну, смотрите, никто никому войн не объявляет. Слушайте, не со времен Украина, а окончания Россия. Со времен окончания Второй мировой войны никто никому войн не объявляет. Все живут логикой спецопераций, операции «Несокрушимая свобода», Operation Iraqi Freedom и так далее. Как бы не модно сейчас объявлять войны. Прошли те времена, когда вот это вручение, значит, ноты. Сейчас все иначе. Поизмельчали мы все. Пользователь Меркатус, так он себя именует, но подписывается. Спасибо. Тут там это ник Руслан зовут его. Мгм. Украина вошла во вкус. Зеленский обещает к осени довести удары дальнобоем до 700 ежедневно. Понятно, что никакая ПВО не выдержит. Понятно, что никакие ковровые бомбардировки, ни удар ТЯО Украину не остановят. Исходя из этого, удар по одной или нескольким европейским странам становится неизбежным. К войне с Европой, скорее всего, это не приведет, а на Украине точно события остановит. Что вы думаете по этому поводу? Ну, довольно ригидная, жесткая логика нам предлагается, типа, значит, надо бить по европейским столицам. Я не думаю, что будет удар по европейским столицам. Я думаю, что будет интенсификация как раз боевых действий вот в той логике, которая уже сейчас ведется, чтобы, грубо говоря, потом по завершении перехода Донбасса под российский контроль достичь какого-то дипломатического соглашения. Естественно, а до этого все стороны будут повышать ставки, и в том числе дальнобойными ударами. Так что нет, я не думаю все-таки, что будет вовлечение, то есть ну, удары по столицам стран ЕС. Мгм. Алина Востроилова, что будет с Израилем, если Америка не сможет физически его поддерживать? Я думаю, что ничего хорошего, конечно, если Израиль не изменит политику довольно конфронтационную по отношению к соседям, политику, как бы, ну, кто больше всего войн начинал на Ближнем Востоке? Понятно, можно сказать, что вот евреям не давали спокойно жить. Ну, не давали им, может быть, спокойно жить, но, тем не менее, Израиль не может позволить себе вести такую политику, как он сейчас ведет, без американской поддержки. Поэтому сейчас Израиль хочет максимально закрепить ситуацию на годы вперед в максимально выгодной для Израиля ситуации. Ликвидировать Сирию, да, это было сделано, захватить южную часть Ливана, это тоже делается сейчас, Иран как-то там обезглавить. Так что Израиль должен будет вести более скромную политику, безусловно. Израиль, я думаю, что это то, что придется ему со временем делать. Алексей Иванов, на ваш взгляд со стороны, насколько у Украины получается построить милитаризированное государство по образу Спарты или Израиля? А народ готов поддерживать власть в таком строительстве? И власть призовет отдать жизнь за отечество, как призывают пропагандисты? Или усталость от войны такая, что даже бывшие военные никогда в жизни больше не захотят брать в руки оружие? Ну, слушайте, если вы хотите Израиль делать, хотя бы границы откройте, а потом посмотрим, какой Израиль у вас получается. Очевидно, сейчас есть такой образ в головах у украинских руководителей, но пока он не подтверждается. Мы видим, что очень мало людей добровольно идут в армию, мы видим, что в целом люди по возможности хотят уехать из страны. Поэтому я думаю, что образ Израиля это тот, что греет там головы каких-нибудь украинских руководителей, но тем не менее не полагаю, что это какой-то реальный образец. Израиль в значительной степени сам ведет за собой США, а Украина выступает здесь скорее таким прокси силой. Изначально выступала как авангард Запада против России, а не как застрельщик и организатор какого-то движения. Кристина, добрый вечер всем из Греции. Вопрос к уважаемому Наумову. В 2022 году я разговаривала с канадским аналитиком, который работает на правительство. Он говорил, что войну начали США и англичане. На вопрос, когда закончится, ответил, что когда в военные расходы не будет включен бюджет для Украины. Ну, какой ответ? На 27 год он уже не заложен.
закончится война? Ну, это тоже довольно упрощающий подход, что начали там это самое, значит, все придумал Черчилль в 18 году. Да, война, я думаю, закончится все-таки скорее, чем позже, но связано это с исчерпанием людского потенциала Украины и достижением России своих военных целей, а не тем, что кто-то какой-то бюджет не выделил. Денег для Украины на Западе найдут пока, да. Так, друзья, переходим к чату трансляции. Вопросы отсюда. Так, здравствуйте. По вашему мнению, закончится до конца года война или будет на годы, как многие прогнозируют, в том числе на Коломойский? На годы вряд ли. Я думаю, что... Ну, Коломойский сказал 3 года. Ну, Коломойский, ладно. Что, и где сейчас Коломойский, да? Я думаю, что скорее да, чем нет. Угу. Так, тут спрашивает Александр, будет шум, 21:30 будет шум, пошумим обязательно. Значит, спасибо, что ждете, это здорово. Так, вот вопрос. Ну, это, кстати, я не знаю, ну, Алексей вряд ли знает. Я даже там теряюсь в догадках, но тем не менее Николай нас спрашивает, а за чей счет Зеленский летает по миру? Ну, за счет тех денег, которые ему платит Запад. Ну, то есть, как бы за счет западного налогоплательщика буквально. И за счет украинцев тоже, понятное дело. Ну, понятно, за чей счет? За счет кредитов, за кредитные. В долг. Ну да, те самые 90 миллиардов на что? Причем не всегда на своих бортах, там на каких-то связанных с Украиной даже бортах. Это тоже очень интересно. Так, Василий, а чем был плох договор Ирана и Израиля о взаимном отказе от ядерного оружия? Ну, вот был бы плох, имеется в виду, если бы они взаимно отказались. Израиль не захочет отказываться. Израиль считает, что он маленький, и только ядерное оружие удерживает его от уничтожения другими странами арабскими. Поэтому, да, не будет. Израиль не пойдет на это. Угу. Сергей, вопрос уважаемому Наумову. Почему многие журналисты, эксперты, культурные деятели России переехали на Украину? Неужели мыслится там свободнее для них? Тут на днях Быков предложил делить Россию на губернии. Когда переехал-то? До, так сказать, 22 года или после? Ну, очевидно, что просто 22 год, ну и последующие разделил ситуацию во многом на до и после. Пришло время выбирать команду. И команды две, понимаете? Команды в итоге две, она российская и украинская. Можно, конечно, сидеть где-то там на заваленке и говорить, что я не с теми и не с теми, но жизнь заставит выбирать команду. И те люди, которые, на мой взгляд, поддерживают Украину и желают ей военной победы, это просто украинцы. Я не могу считать их частью того политического сообщества, к которому я принадлежу. Да? Я российский гражданин, я русский, и для меня важна судьба России, и я хочу хорошего для России. И даже если... Так они тоже говорят, что не хотят хорошего. Понимаете, кто для вас, как бы, смотрите, опять мы возвращаемся к любимому мной Карлу Шмидту. Кто для вас друг, а кто для вас враг? Как бы сложилось так, что, например, там украинский солдат для меня сейчас враг. Так вышло. Наши две политические общности воюют. Для человека, который уехал на Украину и называет себя русским, для него украинский солдат типа друг, а российский солдат враг. Но я не могу с таким человеком иметь ничего общего. Как бы можно сокрушаться, можно грустить, но факт остается фактом. Да? То есть кто для вас друг, кто для вас враг? Ответьте на этот вопрос, и вы поймете, кто вы. Если для вас Россия враг, то вы как бы украинец. Если для вас Украина враг, то вы типа россиянин. Это так вышло. Смотрите, вот вы как бы наших зрителей дважды сегодняшний эфир в такой прямой логике уличали, да? Ну, как бы журили их за вот такую прямую логику. 2 вопроса было. Ну, а сами как бы делаете то же самое. Вот смотрите, сегодня пришли данные из опроса, там, Киев цифровый. Ну, короче, в общем, опрос по Киеву. Треть говорит на украинском, ну, украинскоязычная. Треть, вы понимаете? Причем уже который год и уже сколько этих омбудсменов, сколько этих скандалов, сколько этого давления, понимаете? И вот на 5-м году войны треть. Это был такой независимый опрос, там, ну, он такой плюс-минус верифицированный, но вот именно в цифровом формате, чтобы можно было ответить.
И вот как вот скажешь там, если ты там ненавидишь Россию, ты украинец, но это абсолютно нелогично в понимании народа, да, и точно так же, если ты россиянин, ты ненавидишь Украину, ну тоже нельзя, ну или там Не-не, ну почему не? враждуешь. Смотрите, я не говорю про ненависть. Мы можем испытывать разные чувства по отношению к России и по отношению к Украине. Но политические общности Россия и Украина, не мы их придумали, не мы их создали. Мы родились, они уже как бы были. Да? Кто-то родился, был Советский Союз, потом появились эти общности. Они находятся в состоянии войны. Когда я говорю «враг», я не говорю, что типа такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу. Это не об этом. Это Вы как Пашинян прям сейчас. Ну... Я говорю про как бы, ну, состояние войны, в котором находятся две эти политические общности. И это безэмоциональная оценка. То есть не то, что я вот ненавижу там Украину, ух, там Украина. Да нет, ну дело не в этом. Дело в том, что как бы, ну так вышло, что две эти... Понимаете, мы привыкли мыслить о странах как о чем-то, ну и об нациях, как о чем-то богом данных. Между тем, как бы, нация, она по своему как бы конструкту не очень отличается от клуба любителей какой-нибудь спортивной команды, потому что, ну, она уже возникла, и она есть, и другой нации нету. Если вы хотите какую-то еще нацию сделать, делайте уже другую. Но Россия и Украина находятся в состоянии вооруженного конфликта. Если вы желаете военного поражения России, то вы не можете причислять себя как бы к России. Вы знаете, я вообще болею за «Спартак», но хочу, чтобы он проиграл и деколонизировался. Всех игроков раздали, значит, во вторую лигу, и вот тогда-то он и заживет. Но это бред какой-то, так не работает, как бы. Поэтому, да, с кем вы, мастера культуры, так сказать. Это да. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня присоединились к нашему прямому эфиру. Алексей, очень благодарен вам за время и мысли. Спасибо вам большое, спасибо вам, Александр, спасибо, дорогие зрители. Подписывайтесь на мой телеграм-канал alexeynaumov.внешпол в Телеграме и государственном мессенджере Макс. Буду рад вас видеть. Друзья, в любом случае, каждый сам определяет свой, скажем так, вокабуляр, да, ну, свой словарь определенный. Но давайте все-таки, ну, видеть разницу между вот этой нацией политической, народом, да, между какими-то, скажем так, отношениями и переписанной историей, откровенно переписанной. Все-таки есть какие-то константы, которыми мы, ну, вот все-таки еще оперируем и будем оперировать вне зависимости от поколения, и вот этой ситуации ужасной. Всегда людей надо видеть, людей за словами про нацию, про команду, про что-то угодно. Люди важнее всего. И отцов помнить, конечно. Такие дни, это как бы предпраздничные дни, поэтому очень хорошее напутствие, да. Давайте помнить подвиги. Помнить, откуда мы пришли, да, и действительно, всех с Днем Победы над нацизмом. Это правда. Для меня, знаете, это очень важно, я пару слов туда скажу, мне кажется, это очень важный праздник, потому что в нем на самом деле зашит очень простой, очень понятный человеку смысл. Типа, жил дед, к деду пришли его убить. Дед взял винтовку и дошел до столицы тех, кто пришел его убить. И вот не надо вот там политика, не политика. Это вот реально про это. То, что люди собрались и дали отпор. То есть, знаете, если вы древнего человека встретите, там какого-нибудь первого человека, который только от обезьяны произошел, и вы ему объясните, что это за праздник, он поймет, потому что это вот буквально базовое. Это вот очень круто. Всех, друзья, с наступающим Днем Победы. Правда, это хороший праздник. Да, друзья, берегите себя. Всем добра и